Здравствуйте, друзья! И еще, у меня есть одно объявление для тех, кто не хочет потерять из виду этот канал в случае закрытия Ютуба. Периодически время от времени ходят слухи, что Роспотребнадзор подумывает о том, чтобы закрыть Ютуб для россиян, и вроде даже будут наказывать за использование VPN. Хорошо, если это только слухи. И чтобы не потерять этот канал и в дальнейшем продолжать слушать мистические истории в моей озвучке, подписывайтесь на мои каналы на Рутубе и Яндекс.Дзене, ссылки на которые я оставлю в комментарии под этим видео. Эти платформы точно не закроют для россиян, потому что они русские. Приятного вам прослушивания! Спасательный круг. Автор Эрнесто. Источник Фостор.ру. Было это давно. Тогда я представляла собой очень упитанного ребенка, вернее даже чересчур. Меня это совершенно не смущало. Почему-то в зеркале я видела свое отражение в виде обычной худенькой девочки. О своем лишнем весе я узнала от одноклассников, когда пришла первый раз в первый класс. Разозлившись на столь наглое вранье, тут же на линейке сразу накостыляла обидчикам. Но вот когда пришло лето, и я не влезала ни в один спасательный круг из имеющихся в продаже, диаметр отверстия попросту не совпадал с моими габаритами. Пришлось призадуматься. Водоемов в Казахстане очень мало, поэтому раньше мы редко выбирались на пляж, и круг мне был попросту не нужен. В этот же год ситуация изменилась. На папиной работе для сотрудников милиции и их семей по воскресеньям выделили автобус для поездок на реку. Круг все-таки мне нашли. Папа привез из Украины, когда ездил навестить свою мать. Белый огромный спасательный круг, больше похожий по своим размерам на камеру колеса, оказался мне велик. Вот тут и начинается то необъяснимое, что до сегодняшнего дня поселило во мне страх. Я никогда не ныряю, потому что боюсь. И еще, ненавижу спасательные круги, подсознательно чувствуя в них подвох. На пляж выгрузился целый автобус взрослых и детворы. Шум гам. Накупавшись до одури, все собрались на берегу. Папы занимались шашлыками и печеной картошкой. Мамы раскладывали домашние запасы. Дети строили город из песка. А я не могла нарадоваться своему кругу. Поэтому опять полезла в воду. Мама моя ничего не заметила, да и я никому не сказала о том, что собираюсь купаться. Круг был огромным, поэтому я не плавала, а торчала, как поплавок, на одном месте, тщетно пытаясь двинуться с места. Я со всей дури оттолкнулась ногами от песчаного дна. Меня перекинуло вперед, а дальше... Я оказалась в ловушке. Как-то я так перевернулась, что мое туловище и голова оказались под водой, а пятая точка и ноги на поверхности. Все попытки принять обратное положение были неудачны. Потрепыхавшись так какое-то время, я затихла, решив, что воздух надо экономить. Я открыла глаза и стала считать. Я где-то слышала, что человек под водой может продержаться 2 минуты. Дно было абсолютно чистым. Вокруг плавали мелкие рыбки. Вот за ними я и стала наблюдать. Счет тем самым временем перевалил за 100. В голову стали лезть нехорошие мысли. Умирать не хотелось. Надежда на то, что меня заметят, таяла с каждой секундой. Желание было одно. Я хотела лишь небольшой помощи, толчка, который бы помог перевернуться обратно. Я так явно это представляла, что сама удивлялась, почему толчка нет и нет. Потом пришло такое дикое желание сделать глубокий вдох, что начало сдавливать грудь и сводить ноги. Откуда-то появились водоросли с мелкими круглыми листочками. Они струились под водой в такт движения воды. Совсем как волосы пронеслось в моей голове. Это последнее, что я помню. Резкий рывок вырвал меня из воды. «Папа!» – подумала я, оборачиваясь назад. Никакого папы не было, вообще никого не было рядом. Я одна стояла посреди речушки. На берегу же было все по-прежнему.
Никто даже не заметил моего отсутствия. Мне сделалось страшно, потому что реально ощутила на своей пятой точке чьи-то руки, которые выдернули меня из воды. Я поэтому и решила, что это отец. Движение было очень резким и сильным. В диком ужасе я понеслась на берег, бросив этот ужасный круг в реке. Вот тут-то родители меня и заметили. Я ничего не рассказала о случившемся, боясь получить за то, что без предупреждения залезла в воду и чуть не утонула. Спасательный круг папа вытащил, только я совсем этому не обрадовалась и добавила в его дизайн огромную дырку. Хочу добавить, что после этого случая я вдруг сама научилась плавать. Я как бы почувствовала воду, как она обнимает меня и держит на поверхности. Так что стресс иногда бывает полезен. Страх. Автор Курилка-дурилка. Мне тогда было 12-13 лет. Я пришел домой из школы, усталый, голодный, замерзший, так как после уроков мы играли в снежки часа 2 или 3. Варежки мои намокли, руки были ледяные и даже слегка синеватые. На форменных брюках ниже колен образовалась броня из слипшегося снега. В сапогах хлюпало. Шарф забыл в школе. Но помню, что я был весел и счастлив. Как только может быть счастлив ребенок зимой, когда на улице солнце, двоек в дневнике не так уж и много, и к тому же скоро Новый год. Подойдя к двери, я обнаружил, что забыл дома ключи. Это уже было не очень хорошо, ведь соседей я по нашему городскому обычаю не знал. Мне было довольно зябко, и я был мокрый с головы до ног. Родителей дома не было, но теоретически дома был дед. Он давно болел, и я привык к тому, что он встречает меня после школы, разогревает обед, в общем, составляет компанию до тех пор, пока с работы не придут родители. Отдышавшись, я начал трезвонить в дверь. И трезвонил до тех пор, пока не услышал его ворчания и знакомое шарканье тапок по полу в прихожей. Отчетливо запомнил этот момент. Только что я думал о том, что дед мог бы и поторопиться, вслушивался в звук открываемого замка. И вот уже резко и страшно меня окатывает с головы до ног удушливым, невозможным горячим, как кипяток, сознанием, что деда похоронили 10 дней назад. От страха у меня отнялись ноги, меня чуть было не вырвало, и вырвало бы обязательно, если бы было чем. На секунду я, кажется, потерял сознание, привалился спиной к стене и огромными глазами смотрел, как медленно поворачивается ручка на такой знакомой, обитой выцветшим дермантином, двери моей квартиры. Я так и не смог войти домой. Отец обнаружил меня на подоконнике между этажами, окончательно продрогшего и испуганного, через 2 часа после того, как пришел с работы. Я не хотел заходить в квартиру до тех пор, пока он не обошел ее всю, и не сказал, что никого в ней нет и быть не может. Испуган я был так, что он не стал ругать меня за то, что 2 часа дверь в нашу квартиру была полуоткрыта. И еще долго, до тех пор, пока в комнате деда не сделали ремонт, я боялся проходить мимо его пропахшей табаком, лекарствами и старостью комнаты. Мельниково наследство. Автор Эрнеста. Источник Фос.ру. Прабабка моя по линии отца говорила, что отец ее и дед ведьмаками были. Жили отдельным хутором. С одной стороны лес, с другой река. А на реке мельница была, их собственная. А простому человеку там не выжить. А как же? Тут с лешим договорись, там с водяным, хозяином реки. Да и так на мельницах у бесов разных пород и мастей любимое место. А по ночам вообще раздолье и веселье. На жерновах да на мельничном круге кататься. Прабабка их называла ичетики. А еще она говорила о каком-то женском духе шишиге. Надо ли говорить, что жители окрестных деревень мельника боялись и без дела лишний раз мимо не проезжали. Все в обход. Когда семью раскулачили и мельницу отобрали, то дело у новой власти не пошло.
То случай несчастный приключится, то механизм работать откажется. Так и забросили. Не знаю, что повлияло на ход дальнейших событий, только с мальчиками в семье как-то не складывалось. Первенец моей прабабки был мальчик с огненно-рыжими волосами и красными глазами. Имеется в виду зрачок глаза. Назвали его Сашей. С раннего детства он интересовался только математикой. Писал, где придется, на песке палочкой, на клочках бумаги. Прабабка-то не понимала в этом ничего. Бумагу и карандаш не давала. Ругала только, что зря добро переводит. Лучше б с другими детьми играл. Но Сашу, кроме формул, ничего не интересовало. В 5 лет этот ребенок делал такие математические выкладки, что нашелся какой-то умник и повез его к профессору-математику, который, в свою очередь, только диву дался. Не поддавался никаким объяснениям сей факт. Ну откуда маленький ребенок мог делать такие расчеты? А Саша делал, причем писал так быстро и уверенно, как будто его этому всю жизнь учили. Ничего профессор так и не смог объяснить. Зато задумчиво протянул. Это даже не вундеркинд. Это я даже не знаю что. Не проживет долго. Не живут такие. Профессор как в воду глядел. Не дожив до 6 лет, Саша умер. Ни с того ни с сего поднялся у него сильный жар. Помочь врачи не смогли. Через день его не стало. Следующим мужчином в поколении стал мой отец. Его родила дочь прабабки. Назвали его тоже Сашей. Прабабка души во внуке не чаяла. Все другие люди и родственники ушли даже не на 2-й и не на 3-й план, а еще дальше. Когда родилась я, то прабабка начала меня любить за то, что я Сашенькина дочка. Все разговоры о птичках прабабка сводила на тему «Сашенька». Мне это порядком надоело. Но вот когда бабка говорила «А Сашенька то, папа твой ведьмак», я активно включалась в разговор. «Как это? Кто такой ведьмак?» – спрашивала я, искренне не догадываясь о значении этого слова. Но где-то в глубинах моего подсознания начинало шевелиться. Что-то не очень приятное. А то и значит, ведает он. Прадед его ведал, а теперь он. Ведает что? Но на свой этот вопрос ответа я так ни разу и не получила. Прабабка сразу выпадала в астрал. А в таком состоянии ей хоть самые уши час кричи. Она даже не отреагирует. О чем ведает мой отец на все 100, так это про прогноз погоды. С детства он лучше всяких Метео ТВ четко определял погоду на ближайшую неделю. И не только. Летом мог сказать, как зима будет. По месяцам расписывал и точно. Если ошибся, то пару раз. Но вот когда дело подходило к высадке рассады в открытый грунт, мы с мамой даже с ним не спорили. Все начинают высаживать, а мы ждем. Бах, заморозки. У соседей все померзло. А в то время рассаду готовую не продавали. Сами в ящики сажали. Другой раз отец начал очень рано высадку растений. Все соседи пальцем у виска крутили. Дураки, мол, кто так рано в нашей полосе высаживает. А папа опять не подкачал. Урожай в тот год начали мы собирать дней на 20 раньше. О другой способности отца мы узнали, когда он учился в Днепропетровском юридическом. Обучение было заочным, и папа уезжал на целый месяц сдавать сессию из северного Казахстана, где мы жили, в Украину. Тогда мы не знали, как это называется. До конца сессии оставалось недели 2. Когда отец уезжал, мы с мамой спали вместе на диване. Ночью я проснулась от того, что мать меня толкала в бок. «Подвинься чуть-чуть». «Ну, сдвинься к стенке». Я проснулась на один глаз. Сознание цеплялось за сон. «Зачем? Места тебе мало?» «Двигайся, говорю. Папа пришел, тоже ляжет». Одновременно освобождая пространство и засыпая, я успела подумать. А почему на диван втроем? Спать вместе будем, что ли? Утром мама возбужденно бегала по всей квартире. Оглядевшись и не найдя отца, я спросила: «А папа где?»
На работу, что ли, ушел уже? Какой папа? Не приехал он еще. Так ты же ночью меня толкала, чтоб я подвинулась. Говорила, папа с нами ляжет. Ой, не знаю, как и сказать. Проснулась я от того, что меня кто-то толкает потихоньку. Открыла глаза и вижу. Саша, папа, то есть. Он мне так показывает, чтоб подвинулась, а он рядом ляжет. Я тебя сдвинуть пытаюсь, а ты тяжелая такая. Вот, наконец, мы улеглись, и папаша с краю обнял меня. Стала я засыпать. И тут в голову как стукнет. Так я же с Сашкой вчера по межгороду говорила. Сказал, недели через 2 приедет. Зачеты кое-какие остались и 2 экзамена. Тут мне так страшно сделалось. А кто же рядом лежит? Приоткрыла один глаз. Смотрю, Саша. Спит, даже посапывает, как всегда. И теплый же, твердый, как настоящий. Эх, думаю, будь что будет. И как толкнула его 2 руками. Уходи, говорю. Папаша так увырк на пол с дивана и пропал. Потом уже, когда отец вернулся, говорили мы на эту тему. Оказывается, он очень сильно домой хотел. Лежал и представлял, как домой заходит, как спать на любимую кровать ложится. Все 5 лет учебы, когда отец уезжал на сессию, к нам поспать на диван приходил его двойник. Мать уже бояться перестала. Привыкла, просто толкнет, чтоб ушел, и опять дальше спать. Мама поставила варить мясо, а сама пошла купаться. За мясом следила я. Бегала периодически смотреть, не выкипела ли вода. Пробегая очередной раз через коридор на кухню, я увидела в прихожей отца. «О, папка пришел! А ты жвачку мне купил?» Все это я кричала на ходу, по пути заглянула в ванную и сообщила маме. «Папа пришел домой, вылазь давай!» Но вместо того, чтобы вылазить, мать чуть не утонула от страха. С криками «Бандиты! Это ж какая сволочь к нам в дом залезла!» Мама в одном полотенце понеслась в прихожую. Там никого не было и в квартире тоже. Оказалось, что в этот день объявили тревогу, и все уехали на сборы, не заходя домой прямо с рабочих мест. Папиному другу удалось позвонить жене и предупредить, а та сообщила моей маме. Но я-то этого не знала. Постскриптум. Пока писала эту историю, произошла странная вещь. Написав какую-то часть, решила я покурить на балконе. Покурила. Стала дверь открывать, а она не поддается. Дверь купе, полностью стеклянная. Со стороны комнаты защелка язычок. Чтоб его закрыть, надо сильно постараться. Лично у меня с первого раза не всегда получается. И дергала и тянула эту дверь, а результата 0. Дернула меня на язычок замка через стекло посмотреть, а он вниз опущен, то есть закрыт. Во мне плохо стало, муж и дети уже спят, ночь на дворе, а я на балконе закрыта. Да и не тепло еще на улице. Стала барабанить по стеклу, хорошо, что дочь услышала. Смотрит на замок и понять не может, как это так. Сразу уточню. Сижу на балконе лицом к комнате. Никто к двери не подходил. А самое главное, не было щелчка от замка. Беззвучно закрыть его невозможно. Расстояние от моих глаз до балконной двери 1 метр. И я в очках, так что точно все вижу. Вот что это такое, а? Землянка. Автор Брэдли. Из воспоминаний моей мамы. В середине 70-х годов прошлого века мама попала в реанимацию в московский Склиф, где сумела благодаря стараниям отличных врачей и современной на тот момент аппаратуре побороть 3 очень серьезных приступа. Не стану вдаваться в медицинские подробности. Перед каждым приступом мама, находясь в полубессознательном состоянии, отчетливо ощущала, будто глубокой ночью идет она по проселочной дороге. По одну сторону дороги лес, по другую колосящееся поле. Идет себе мама потихоньку и видит, что упирается дорога в холмик землянки с тускло светящимся кривым окошком. А дальше нет ни тропинки, сплошной высокий бурьян. Дверь в землянку находится ниже уровня земли и ведет к ней лесенка, несколько порожков.
Подходит мама к этому сооружению, и навстречу ей открывается дверь. А в проеме стоит давно умершая свекровь. Но мама будто бы не знает, что свекрови уже нет в живых. Начинает мама спускаться по порожкам вниз. И вдруг мысль ее пронзает. Мол, как же так? Окошко светится, а рядом с ним за открытой дверью тьма непроглядная. И будто прочитав ее мысли, свекровь говорит ей: «Знаешь, Валь, ступай домой. Без тебя Володя, мой папа, скучать будет». Мама разворачивается и молча уходит. Приступ заканчивается. Когда был последний, самый тяжелый приступ, вплоть до клинической смерти, виделось маме, что она уже за ручку взялась, чтобы дверь за собой прикрыть, но послушалась совета свекрови и ушла домой. Собственно, эти рассказы моей маме, услышанные в детстве, и породили у меня интерес к мистическим и загадочным историям. Дай Бог здоровья вашим родителям. Смертельная инструкция. Автор Барамика. Я только что положила трубку телефона на работе и пребываю немного в шоке. Я работаю в компании, которая поставляет всякое научное оборудование. 4 года назад звонил клиент. Назовем его Машстрой, чтобы было понятно, из какой области. В 2008 году они заказали у нас прибор компании Хамамацу, источник лазерного излучения. Я хорошо помню этот заказ, потому что Юля, наш менеджер в Калифорнии, отправила этот груз, терпя ужасную боль, и сразу после отъезда курьера вызвала 911. У нее началось кровотечение, и она потеряла ребенка. Была на 6-м месяце. Так вот, звонит товарищ из Машстроя и просит допоставить к прибору инструкции и программное обеспечение. Я интересуюсь, а куда, собственно, они дели те, что были поставлены в 2008 году? Вы знаете, сотрудник, который этим занимался, умер, и я не могу найти. Ну ок, всякое бывает, нам не сложно. Звоню в Хамамацу и выясняю, что в 2010 году мы уже запрашивали инструкции и программу для этого прибора, этому же заказчику. Перезваниваю в Машстрой и спрашиваю. Ну да, до этого прежний сотрудник тоже умер, покончил с собой. Я не очень точно знаю. Я только с октября тут работаю. И вот тут у меня возникло ощущение, что я говорю с очередным кандидатом на тот свет. И что бы вы думали? Сегодня звонок. Девушка по голосу молодая. Просит инструкцию в электронном виде и программное обеспечение. Та же компания, тот же прибор. Я реально вздрогнула. Говорю, а прежний сотрудник умер, что ли? Она отвечает. Да, как вы узнали? У нас был пожар в лаборатории, сгорел компьютер, на котором были все программы к прибору, и сотрудник задохнулся дымом. И вот сижу я и не знаю, что ей ответить. Инструкции и программы у меня с того раза на флешку записаны, если что. Но девушку-то жалко. Спросила, ей 25, сыну 3 года, только вышла из декрета. Я ей рассказала. Пусть лучше меня параноиком считает, но предупредила ее, что все предыдущие работники умерли. Пусть она сама проверит. Чтоб нашли кого-нибудь одинокого пенсионера с вредным характером, чтобы работал с этим грёбаным лазером. Не знаю, послушается ли она, но та вроде испугалась. Может, меня психом сочла, не знаю. Думаю, не позвонить ли производителю. Хотя что они сделают-то? Прибор рабочий. Никаких к нему претензий нет, в принципе. Делать-то чего, люди? Ребенок ведь у нее, да и у других людей опасно подставлять. Вдруг у одинокого пенсионера с вредным характером дома котик дожидается.